Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 2 скумбрии весом 800 грамм. У скумбрии отрезаем хвостик, голову, делая надрезы наискосок под плавники. Затем отрезаем плавники. Разрезаем брюшко. Удаляем внутренности и черные пленки. Отрезаем верхний плавничок. Теперь скумбрию хорошенько промываем. Займемся второй рыбкой. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Простой рецепт очень вкусного блюда из рыбы. Сегодня запекаю аппетитную скумбрию с овощами. Невероятно вкусное блюдо на обед или ужин для всей семьи. Подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Просто поставьте рыбу в духовку, и ваши гости оценят ее вкус. Простой рецепт рыбы без обжаривания. Все, кто любит рыбу, не смогут пройти мимо, не попробовав его. Теперь на рыбе делаем надрезы, не разрезая нижнее филе до конца, но при этом прорезая плавник. Надрезы делаем на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Вот такая рыбка должна получиться. Также надрезы делаем на второй рыбке. Теперь рыбку необходимо посолить. Я добавляю пол чайной ложки на 2 рыбки. Теперь скумбрию перчим по желанию и по вкусу. Посыпаем специями к рыбе. Нам понадобится на 2 рыбки половина чайной ложки. И поливаем 1 столовой ложкой лимонного сока. Хорошенько промазываем рыбку, обязательно промазывая надрезы и брюшко. Теперь мелко нарезаем пол пучка укропа. Посыпаем рыбку, не забывая про брюшко. Форму для запекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Перекладываем рыбку и отставляем в сторону промариноваться на полчаса. Займемся овощами. 1 лук промываем, очищаем, разрезаем пополам. Нарезаем не толстыми полукольцами по количеству надрезов рыбки. Перекладываем лук в блюдо. Также нам понадобится 1,5 болгарских перца. Перец промываем, разрезаем пополам, удаляем плодоножку и семена и нарезаем крупными кусками по количеству надрезов в рыбке.
Перекладываем перец в блюдо. Также нам понадобится 1,5 сочных спелых помидора. Разрезаем пополам, удаляем плодоножку и нарезаем полукружочками по количеству надрезов в рыбке. Теперь овощи солим и перчим по вкусу. Посыпаем прованскими травами, нам понадобится половина чайной ложки. И посыпаем гранулированным чесноком, нам также понадобится половина чайной ложки. Теперь формируем микс овощей. Нам понадобится лук. На лук выкладываем перец и помидор. Закладываем в надрез рыбки. Снова лук, перец, помидор. Закладываем в рыбку. Повторяем процесс, пока не заполним все надрезы рыбки. Приготовим заливку. В миску отправляем 3 столовые ложки сметаны, 15% жирности. Добавляем 3 столовые ложки соевого соуса и 1 чайную ложку горчицы. Хорошенько перемешиваем. Заливаем заливкой рыбку с овощами. Посыпаем 1 столовой ложкой кунжута. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени убираем фольгу и отправляем рыбку в духовку еще на несколько минут, чтобы подрумянился верх. Скумбрия с овощами готова, подаем к столу. Блюдо из рыбы получается невероятно вкусным и сочным. Готовится из простых и доступных продуктов. Вам не потребуется каких-то дополнительных кулинарных навыков, но при этом скумбрия получается очень сочной, нежной и просто тает во рту. Овощи прекрасно гармонируют с рыбой, они получаются пряными и ароматными. Если вы хотели вкусно приготовить скумбрию, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Очень вкусный рецепт блюда из рыбы. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.